Спасибо большое. Хорошо. Спасибо. Благодарю вас. Дорогие друзья, коллеги, уважаемый Дмитрий Анатольевич, я приветствую делегатов и гостей 21-го съезда «Единой России», нашей крупнейшей ведущей политической партии. Такой авторитет, общественное доверие основаны на четкой патриотической позиции «Единой России», на результатах многолетней работы в интересах людей, укрепления государства, развития страны и всех наших регионов. И прежде всего, конечно же, хочу поблагодарить вас за последовательную и надежную поддержку. Для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам еще очень многое предстоит сделать в интересах России. Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. Перед нами, без всякого преувеличения, исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплоченности всех патриотических сил. Для «Единой России», для наших сторонников, которые представляют все наше многонациональное общество, все регионы, социальные, профессиональные группы, это в первую очередь означает готовность к напряженной работе, готовность к тому, чтобы идти вперед, добиваться большего. Вместе со всем народом России отстаивать суверенитет, свободу, безопасность России. Все то, что дорого нам, нашу историю, культуру, ценности и традиции. Укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей. И, конечно, работать на консолидацию общества. Что хочу подчеркнуть. Конкуренция, многообразие идей, мнений, открытое и честное обсуждение проблем, путей их решения – это, безусловно, залог динамичного развития страны. Без этого развития не будет вообще никакого. Но всегда, при всей разнице взглядов, все ответственные политические силы должны помнить, что для нас главное. А это судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты наших детей, право нашей страны быть сильной. Я бы, знаете, еще добавил, право и необходимость, жизненная необходимость нашей страны быть сильной. А значит, все второстепенное, лишнее, то, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону. И, конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа. Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказать. Россия или будет суверенной, самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и в сердце. И поэтому, конечно, мы сами будем определять и созидать свое будущее. Это и есть суверенное государственное мировоззрение. Основа для подлинной гражданской консолидации, для совместной работы. Уверен, что «Единая Россия» и впредь будет предлагать обществу именно такую объединительную, созидательную повестку. Откликаться, реагировать на самые востребованные вопросы жизни страны. В этой связи отмечу, что многие законы, направленные на поддержку участников специальной военной операции, их семей, были разработаны именно по инициативе «Единой России». При этом за них солидарно голосовали депутаты всех фракций Государственной Думы. И хотя я сейчас нахожусь на съезде «Единой России», тем не менее хочу и их за эту позицию поблагодарить. Кстати говоря, и то, что происходит в парламенте, это в значительной степени результат такой консолидированной работы
«Единая Россия» в Государственной Думе. И вот сейчас только на встрече с лидерами фракции это тоже прозвучало. Прошу и в дальнейшем активно по-партнерски взаимодействовать с другими политическими партиями, общественными объединениями в решении важнейших для нас задач. Что хотел бы особо отметить. Развязав против нас настоящую агрессию, она шла по нарастающей из года в год. Элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую, государственную систему. Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту. Способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов. Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России, свободного, самостоятельного и суверенного государства. Наше общество, все ветви власти и уровни управления показали зрелость, прочность и устойчивость. Мы ответили на вызовы, потому что последовательно, шаг за шагом, из года в год шли по пути укрепления суверенитета, в том числе в политической и общественной сфере, в экономике, в образовании и в культуре. Развивали российский федерализм, наше законодательство и прочные конституционные основы. Опирались на многовековой опыт нашей государственности, на наши ценности и уникальные традиции гармоничного развития разных этносов, культур, языков, религий. В этой связи вновь подчеркну, попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие – это предательство и преступление против России. Именно народ России был и будет единственным источником власти. Его суверенное право выбирать свое будущее мы защитим от любого внешнего вмешательства. Российское государство будет суверенным, а значит подлинно народным. Нам предстоит и дальше совершенствовать демократические институты, механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов. И, конечно, наша важнейшая задача – повышение эффективности всех уровней публичной власти. И здесь также предстоит кропотливая работа, в том числе законодательная в федеральном и региональном парламентах, широкое использование лучших управленческих практик и, конечно, укрепление кадрового потенциала. Сейчас мы реализуем целую линейку проектов, инициатив, конкурсов для того, чтобы талантливые, грамотные, целеустремленные люди могли раскрыть, проявить и реализовать себя, принести пользу стране. Такая работа с лидерами общественного мнения, с профессионалами, которые добиваются успеха в разных отраслях, с волонтерами и, конечно, с нашими героями, ветеранами специальной военной операции, должна быть важнейшей для «Единой России». Многие наши товарищи, члены партии, ее сторонники, депутаты разных уровней прошли через фронт и сейчас сражаются на передовой. Поддержим их. Что здесь хочу отметить? Вы знаете, я регулярно общаюсь с нашими ребятами, с нашими бойцами, с командирами, и они не раз рассказывали, что в одном взводе, в одном отделении, в одном окопе часто вместе люди разных национальностей и вероисповеданий, но всех объединяет настоящее ратное братство, воля к победе, готовность сделать все, чтобы защитить Россию. А она у нас одна. Знаю и о том, что «Единая Россия» также в тесном партнерстве с другими нашими партиями, общественными объединениями активно участвует в развитии добровольческого движения. Тысячи волонтеров «Единой России» помогают бойцам, фронту, мирным жителям наших освобожденных городов и поселков. Повторю, таких решительных, смелых людей, которые прошли фронт, проявили себя в добровольческом, волонтерском движении. В работе на наших освобожденных исторических землях Донбасса и Новороссии у нас много. Так же, как и специалистов в самых разных областях, самых разных профессий, которые на деле показали, что значит верность
долгу своей стране в период непростых испытаний. Это врачи, учителя, ученые, предприниматели, рабочие, инженеры оборонных предприятий, да и других промышленных предприятий, фермеры и работники сельхозпроизводства. Такие люди – это действительно наше достояние. Это опора для страны. Своим примером, своими свершениями они буквально вдохновляют тех, кто рядом. Рождают чувство единения и уверенности, гордости за наших современников, гордости за Россию. Рассчитываю, что в ходе выборов разных уровней именно такие люди, наши единомышленники, станут основными кандидатами «Единой России» и получат ее поддержку. А для самой партии это, безусловно, будет означать дальнейшее качественное развитие, укрепление связи с обществом. Напомню, что программа, с которой партия шла на парламентские выборы 2021 года, получила название «Народный». Поэтому ее реализация должна быть рассчитана именно на миллионы людей, на миллионы граждан страны. И, как мы договаривались, этот документ постоянно должен развиваться. Это и происходит на самом деле. Наполняется этот документ новыми идеями, проектами с учетом и уже решенных вопросов, и нерешенных задач. Так, в народной программе уже получили отражение ключевые направления социально-экономического возрождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Рассчитываю, что «Единая Россия» примет самое активное участие и в проекте «Года семьи», который объявлен в нашей стране. В диалоге с обществом, с людьми предложат новые инициативы, направленные на поддержку материнства и детства, на укрепление наших традиционных семейных ценностей, на развитие системы воспитания и наставничества. А это все крайне важные, принципиальные вопросы для демографического развития России, для сбережения нашего народа. Вы знаете, что происходит на земле. Вы сами работаете, как говорят в таких случаях, на земле, на местах. И хорошо понимаете, что задач нерешенных проблем еще очень много. Но это известное дело. Как стоит только шаг вперед сделать, какую-то задачу решить, сразу появляется 2, 3, 4, 5 новых. И это нормальное дело. Не нужно говорить, вот мы так сделали, а люди чем-то недовольны или чего-то еще хотят. Так было и так будет всегда. Надо себя настраивать на то, что задачи нарастают, как снежный ком. Но это мы же Россия, мы же зимняя страна. Так мы любим снег. Смотрите, сколько у нас навалилось снег. Я прошу все это иметь в виду. Именно отвечая на обращения людей, на вопросы, которые их волнуют, обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее, и так далее. Хочу подчеркнуть, эти и другие задачи, в целом планы на будущее, мы будем определять, конечно, вместе. Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу. И повторю еще раз, будем делать это прежде всего, опираясь на мнение, на запросы людей. И хотел бы еще раз сказать, сейчас каждое наше решение, каждое наше слово и поступок имеют особую цену и имеют особое значение для нашей страны. Время требует от нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на любые, даже на самые сложные вызовы. Я уверен, «Единая Россия», все наши сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей на результат для людей, для достижения общенациональных целей. Рассчитываю на дальнейшую совместную работу с вами в интересах нашей единой страны, нашего великого народа. И благодарю вас за поддержку. Спасибо большое. Спасибо.